Przyjeżdżamy z Mińska, w którym nadal trwają protesty, ale odbywają się one nie tylko w stolicy. Trwają też strajki w różnych zakładach. Udajemy się zatem na południe, do Soligorska. To miasto założone w 1958 roku liczy obecnie ponad 100 000 mieszkańców, ale nie zważając na młody wiek i wielkość, to ważny ośrodek przemysłowy Białorusi. W mieście znajdują się 62 przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki akcyjne, ale ponad 90% ich produkcji przypada na spółkę Białoruskaj, która wydobywa sole potasowe i produkuje z nich nawozy. W tym holdingu pracuje około 20 000 osób. I to właśnie część jego kolektywu pracowniczego ogłosiła strajk. Rano zebrało się ponad 2000 pracowników, ale my zastaliśmy już tylko nielicznych, którzy powiedzieli nam, że ponownie zbiorą się tu o godzinie 18. Wykorzystując tę chwilę, mieliśmy możliwość chwilę z nimi porozmawiać. Это третий рудник наш. Когда вы первый раз вышли? Не улетел. Вышли мы первый раз. Стас, когда мы вышли первый раз? Да? Сплоченно мы вышли, получается, вчера. Начали в пятницу. В пятницу начали, а именно остановили забои. Это С понедельника, сегодня что? С понедельника с 10 утра третий рудник не стоял. Это, наверное, странный вопрос, но мне надо просто для полских. С 10 утра в понедельник. Почему вы вышли? Что было таким За импульсом? несправедливость. Потому что у нас украли наши голоса, право выбора. Ну, как, в принципе, всю свою осознанную жизнь у нас все время, это забирали. То есть... за свободу, за правду вышли. Вот, против режима действующего, когда людей на улице бьют, избивают за несогласие режима. За пропавших людей, 80 человек там с лишним. Да, за солидарность избитым белорусам, кто пострадал от этого всего. Не боитесь последствий? А уже Наверное, уже за 26 Заднюю лет нечего давать. хватит уже бояться. Конечно, у многих из нашего коллектива есть сомнения. Большинство все равно поддерживает, может быть, где-то пока они... Но не режим поддерживает. Да. Однозначно, практически все работники предприятия настроены против этого режима. Единственное, их боятся сейчас... зону комфорта потерять. Да, их запугивают, потери зарплаты, чуть ли не до уголовных дел. Вот расскажи, или вы расскажите нам побольше, как это форма этого запугивания? Это личные разговоры, это... Вчера была бумага, скинули, знали, что все будут стоять и выйдут на площадь. Вчера кинули бумагу от премьер-министра, что люди организовывали, которые забастовку, на них будет вся ответственность за потери предприятия, которое понесет предприятие, вплоть до уголовной ответственности. Вот и все. Это людей немножко смутило, пошатнуло. Приехал генеральный директор, объяснил, что если наше предприятие остановится, то вы не увидите там 25 числа аванс, не увидите премию Дню шахтера. Может быть, выплатим вам зарплату когда-нибудь, когда у нас будут деньги. Людей немножко это испугало. Многие вроде как и хотят выйти сюда, но они не видят слаженности в коллективе. То есть вроде как сразу все собирались идти. Приехал генеральный директор, объяснил чуть-чуть по-другому, рассказал. Раскололся коллектив. Уже между собой пошло непонимание, что делать дальше. Сейчас же мы опять вышли на площадь, да, тоже конкретики нет никакой. Да, есть люди, которые решили, они делают, а есть люди, которым нормально даже не донесли. В принципе, каждый должен сам для себя решить, что он хочет, и как он собирается жить с этим дальше. Стыдно ему будет смотреть людям мимо проходящим, чтобы он не боялся за своих детей, родителей, которые могут выходить на улицу и гулять. А тут получается, после 9 числа, ты вышел, ты пропал, 80 человек, где они? Их нет. До сих пор считаются без вести пропавшими. Половина людей их не коснулось этого, они до конца не понимают. Рано или поздно придет это, и это будет. Не сейчас, через 5 лет, но все равно это все будет. Жалеть, что они не пошли. И надо начинать с того, что в этом году на этих выборах была рекордная явка за всю историю Беларуси, 86%. И ЦИК обнародовал данные, что за Александра Григорьевича якобы проголосовало 80% избирателей. Хотя настроение людей каждому известно. И если спросить у любого отдельно человека, в принципе, там
не найдется людей, кто голосовал бы за него. То есть выборы явно были сфальсифицированы. И это вот людей возмутило. То, что пытаются обмануть, украсть наши голоса. Мы Просто наплевали на нас. Да, мы выбрали другого президента. Мы не знаем, будет она хорошей, будет она плохой, но мы выбрали другого. И мы хотим пожить и попробовать жить с другим президентом. Это наш выбор, это выбор белорусского народа, которого нас сейчас лишают. Сегодня было где-то 2500, да, где-то людей мне так говорили. Ну, сегодня Утром. нормально людей. Да, да. Этого, в принципе, достаточно. Если бы эти все люди остались, Вы считаете, что надо было остаться, не расходиться? не надо. Ну, Надо, чтобы люди видели, те, которые не пошли на понимают, работу, что да, делать они- дальше. Они увидят, что на площади есть люди, которых надо поддержать. И у них будет право выбора. Сейчас, если им показать, даже вот те же руководители привезут фотографии с площади, сидит тут 10 человек. С чем вы собираетесь бороться? Все ж нормально. Вон 10 человек их уволят, они больше никому не нужны, а вы будете дальше работать. Все. А есть уже какой-то комитет, который координует ваши действия? Есть, вот они сейчас поехали там и решают что-то. Статочный комитет его тоже уже слегка запугали этой Сказали, ответственностью. что они, что они будут отвечать за все, что здесь организовано, то есть за то, что предприятие понесет потери экономические. Все будет возложено на них, и вплоть до ареста, сроков уголовной ответственности. Но вас, как я вижу, запугать нелегко. Уже запуганы жизнью. Я хочу спокойно жить, чтобы мне не стыдно было ни детям смотреть в глаза. Я был уверен в завтрашнем дне. Здесь от меня ничего не зависит. Захотели сделать вот так, пришли, тебя поставили перед фактом. Делайте. Не нравится, пошли вон. Все. Вот ты приходишь на предприятие, у нас каждые 3 месяца, полгода, неважно. И постоянно есть какое-то дополнение к полдоговору, либо еще что-то. Расписывайте. Не согласен. Расторжение контракта. О чем тут говорить? Сейчас мы с этим согласимся. Они не соответствуют законодательству ФРГ. Они где-то ущемляют права работника. Но ты не согласен. Все, расторгается контракт, с нами не хотят разговаривать. А мы хотим, чтобы нас слышали, чтобы власть, которая сейчас находится на верхушке, она понимала, что по нашей конституции... Чтобы не говорили, Республики что Беларусь, мало ли мы не работники Беларуськали, Да, а вот, смотрите. По нашей Видите, родник, конституции фамилия, имя, фотография. власть в этой стране принадлежит народу. I my chcemy, żeby to соблюдалось. O godzinie 18 ponownie ludzie zbierają się na placu. Program wiecu ma 3 punkty. Najpierw występują liderzy związków zawodowych, w tym weterani, którzy wspominali jeszcze walkę o swoje prawa w roku 91. Po nich gra białoruski zespół rockowy Czmors. A po nich na scenie pojawili się przedstawiciele komitetu strajkowego. Zapowiedziano, że od jutra będą spotykać się na placu 2 razy dziennie, o godzinie 9 i 16. Mówią, w związku z wydarzeniami, które miały miejsce podczas kampanii i w okresie brutalnego użycia siły przeciwko pokojowym protestującym, pracownicy białoruskai znajdują się w takim stanie psychologicznym, który nie pozwala w bezpieczny sposób dla życia i zdrowia wypełniać obowiązków pracowniczych. Zgodnie z konstytucją mamy prawo na obronę swoich socjalnych i ekonomicznych praw, w tym na strajk. Ich postulaty to: po pierwsze, nieuznawanie rezultatów wyborów z 9 sierpnia. Po drugie, żądanie pociągnięcia do odpowiedzialności Aleksandra Łukaszenkę i szefowej Centralnej Komisji Wyborczej za dokonane przestępstwa. Po trzecie, uwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Czwarte, niedopuszczenie do stosowania środków administracyjnych, dyscyplinarnych i karnych przeciwko osobom biorącym udział w strajku. Piąte, zabezpieczenie praw pracowniczych w czasie strajku i finalnie skasowanie kontraktów pracowniczych i wprowadzenie pracy na etat. Postulaty zostały przyjęte przez zebranych z entuzjazmem, ale trudno dzisiaj powiedzieć, czy uda się je zrealizować. Pracownicy, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą, że są zdecydowani stać do końca. Boją się tylko, by nie zostawili ich liderzy protestów.